Однажды Ной Смит, житель Северной Каролины, обнаружил незваных гостей на своей территории. Это оказалась семья диких медведей, но это было не просто случайное появление. Хищники вели себя так, будто что-то или кого-то целенаправленно искали, пристально разглядывая дом Ноя. Его охватило недоумение, переходящее в страх. Внимательно наблюдая за одним из медведей, Ной внезапно понял, они ищут именно его. Эта загадочная история началась 4 года назад, когда холодным зимним утром Ной отправился на прогулку в лес со своей собакой. Мужчина предполагал, что в лесу будет вполне безопасно, поскольку он практически не встречал хищников в этой местности. Совершая прогулку всего в 20 минутах от своего дома, мужчина был поражен, обнаружив молодого медведя. Это было крайне необычно, ведь в это время года медведи обычно находятся в глубокой спячке. Однако хищник не проявлял агрессии, напротив, он выглядел крайне уставшим и обессиленным. Предположительно, молодой и неопытный медведь выбрал неподходящее место для зимней спячки в условиях суровой морозной зимы, что привело к его критическому состоянию. Он понял, что без его помощи животное, скорее всего, погибнет. Поэтому Ной отправился домой за рыбой и фруктами, которые медведь тут же съел. Затем он принес несколько охапок сена, чтобы обустроить для хищника теплую подстилку, и соорудил небольшой навес из веток, чтобы дополнительно защитить его от снега и пронизывающего ветра. После того, как Ной ушел, он надеялся, что его скромное убежище поможет медведю пережить суровую зиму. Через несколько дней, вернувшись, он с облегчением обнаружил, что медведь успешно заснул в построенной им берлоге. Счастливый, Ной отправился домой, стараясь не беспокоить животное. Со временем он забыл о своем добром деле, продолжая жить своей жизнью и надеясь, что медведь смог пережить ту холодную зиму. 4 года спустя, находясь в своем доме, Ной услышал громкий шум снаружи и выглянул в окно. Мужчина не мог поверить своим глазам, ведь прямо на его крыльце стояла огромная медведица со своими медвежатами. Охваченный шоком и легким испугом, Ной осознавал всю опасность ситуации. Он прекрасно знал, что медведицы, защищающие своих детенышей, представляют собой особую угрозу. Однако, чем дольше он наблюдал за ней, тем сильнее ему казалось, что он где-то ее уже видел. Внезапно Ной улыбнулся, поняв, что перед ним та самая медведица, которой он помог пережить зиму 4 года назад. И она пришла не одна, а с медвежатами, словно для того, чтобы познакомить их с человеком, спасшим ей жизнь. Таким удивительным образом лесная хищница решила выразить свою благодарность. Ной вышел на порог, двигаясь предельно осторожно, чтобы не вызвать агрессии у медведицы. К его изумлению, она вместе с медвежатами медленно подошла к нему. Мужчина замер, осознавая, что его прежняя доброта была вознаграждена. Он поделился с дикими животными фруктами и ягодами, даже позволил себе немного поиграть с ними, после чего они вернулись в чащу. Но это было только начало удивительной истории. С этого дня медведица, которую Ной назвал Умка, стала часто приходить к его дому вместе со своими медвежатами, нисколько не боясь человека, похоже, начав доверять ему. Во дворе часто можно было увидеть Ноя и его необычных гостей, проводящих время вместе в играх и исследованиях. Мужчина заботливо оставлял для них пищу и воду, а трогательные моменты их общения он старался запечатлеть на камеру. Медвежата быстро росли и становились все более независимыми и уверенными в себе. Они с удовольствием резвились в саду, покоряли деревья и заборы, а иногда даже играли с Ноем. Умка, наблюдая за своими детенышами, держалась спокойно и уверенно, словно совершенно не беспокоясь за них. Это свидетельствовало о ее полном доверии к Ною. Обычно дикие медведи сторонятся людей и оберегают своих малышей от любой опасности, но Умка знала, что этому доброму человеку можно доверять. Однажды Ной заметил,
что медвежата начали проявлять интерес к его собаке. Сначала он боялся подпускать хищников близко к своему питомцу, но, к его удивлению, медвежата и собака быстро нашли общий язык и начали играть вместе. Наблюдать за этим было поистине завораживающе. Игривые медвежата кувыркались в траве и резвились вокруг собаки, в то время как Умка спокойно наблюдала за происходящим, совершенно не проявляя враждебности. Но и не просто наблюдал за медведицей и ее детенышами, но и активно документировал их визиты, каждый раз записывая их на видеокамеру. Благодаря этим кадрам многие люди смогли увидеть уникальную дружбу между человеком и целым семейством медведей и вдохновиться ею на добрые поступки. Все были поражены необычайной связью Ноя и Умки, ведь дикая медведица смогла доверить человеку самое дорогое своих беззащитных малышей. Прошло почти 4 года с того судьбоносного момента, как Ной впервые помог медведице в трудный этап ее жизни. Теперь Умка и ее медвежата стали частью его жизни, постоянно приходя к нему в гости. Словно старые друзья, эти встречи приносили Ною неиссякаемое чувство удовольствия и радости. Он с удовольствием делился этой удивительной историей со всеми, кто его окружал, и вскоре весть о его необычных гостях разнеслась по всей округе. Люди были глубоко тронуты и вдохновлены примером Ноя, осознавая, как искренняя забота и доброта могут создать поистине уникальную и крепкую связь между человеком и диким животным. Время шло, медвежата подросли и стали полностью самостоятельными, но их привязанность к Ною не угасла. Умка часто оставляла их играть на его территории, пока сама отправлялась в лес за пропитанием. Ной радовался, наблюдая, как выросли его маленькие пушистые друзья. Подросшие медвежата также воспринимали Ноя как своего, ничуть его не боялись и даже звали играть в свои увлекательные игры. Ной надеется на новые визиты Умки и ее медвежат в будущем. Он продолжает следить за семейством медведей и старается как можно чаще записывать их на видео. Его история — это вдохновляющий пример того, как человек и дикая природа могут сосуществовать в гармонии, строя отношения на основе искренней любви, доброты и глубокого понимания. Невероятно, что даже самые дикие и своенравные животные способны испытывать благодарность и признательность к представителям другого вида. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!